Рад всех приветствовать на канале Мастерская Лаптева. И сегодня ко мне в ремонт попал двигатель от Honda GX390. GX-серия это батя практически всех двигателей, представленных на рынке бензотехники, потому что именно с них китайские производители копируют свои аналоги, такие как Lifan, Longchin, Чемпион и многие другие. 390 это бензиновый двигатель объемом 389 кубиков, системой воздушного охлаждения, горизонтальным коленвалом и одним цилиндром, расположенным под углом 25 градусов. Разработаны специально для длительной и бесперебойной работы в тяжелых условиях. Максимальная мощность двигателя составляет 13 лошадиных сил, а номинальная, так сказать, рабочая 9 лошадиных сил. И некоторые непорядочные производители указывают на своих стартерах именно максимальную мощность, что является не совсем правдой и делается больше в рекламных целях. На данном двигателе пришлось менять коленвал с шатуном и сальники. В процессе расскажу об основных неисправностях, с которыми которые могут возникнуть при эксплуатации, а также как их устранить. Итак, начинаем. Сначала устанавливаю масляный датчик. Так как двигатель мыл в мойке, пришлось его снять. Если у вас возникли проблемы с искрой, в первую очередь убедитесь, что уровень масла в норме, потому что это самая простая и, как ни странно, довольно распространенная ошибка, с которой даже приносят технику в ремонт. Датчик работает по поплавковому типу, и когда уровень масла падает, искра пропадает. При демонтаже его легко проверить мультиметром на наличие сопротивления, прозвонив его. Сейчас, когда уровень масла в картере упал, искра, грубо говоря, постоянно гасится на корпус. А перевернув его, сымитировав наполнение маслом, видим разрыв цепи. То есть искра на корпус не попадает. И в случае, если уровень масла в норме, проверка датчика – это самое простое, что вы можете сделать после замены свечи. Свечу стоит поменять в первую очередь. Он соединен фишкой с диодом, который стоит на корпусе двигателя. И на него в свою очередь приходит провод с катушки зажигания. Сам датчик также выходит из корпуса двигателя и обычно обозначен желтым проводом. Просто откидывайте его от диода, и в случае его неисправности искра появится. Часто он выходит из строя по причине несвоевременной замены масла. Нагар, который образуется от подгоревшего масла, попадает внутрь датчика, и поплавок залипает на одном месте, то есть постоянно гася искру на корпус. Я монтирую его на резьбовой фиксатор. В случае неправильной работы двигателя при повышенной вибрации, чтобы болты не выкрутились. Дальше поменяю сальники, так как со временем на коленвале они оставляют выработку, а я его ставлю новый. На старом можете увидеть бороздки, оставшиеся от сальника. И иногда они даже чувствуются на ощупь, проведя ногтем по валу. Поэтому при разборке двигателя, если видите следы от сальника, которые чувствуются на ощупь, лучше лишний раз его заменить, чтобы в дальнейшем не возникло проблем с протечкой масла и вам не пришлось снова ремонтировать движок. Сам лично сталкивался с такой ситуацией, когда в старый двигатель залили масло нулевку, а до этого движок на нулевке не работал, и на улице морозов как таковых не было, где-то минус градусов 15. И масло выдавило через сальники, вот как раз из-за этой выработки, которая образуется со временем. Демонтировать сальники достаточно просто. С помощью плоской отвертки поддеваете его снизу, и он с небольшим усилием выходит. А установить можно с помощью любой проставки, которая будет совпадать по наружнему диаметру с сальником. Я пользуюсь стволом от отбойного молотка, но можете использовать любую проставку, головку, там, трубу какую-нибудь. Главное, чтобы она четко совпадала с наружным диаметром, и при монтаже не погнулся ваш сальник.
Здесь сальник установлен размерами 35 на 52 на 8. То есть внутренний диаметр сальника 35 мм, наружный 52, а толщина 8 мм. И у кого возникли проблемы с демонтажом сальника, лучше разогрейте ту часть двигателя, где стоит сальник, либо строительным феном, либо горелкой. И перед установкой лучше сделать то же самое. То есть прогреть крышку, чтобы металл расширился и сальник зашел более плавно. Итак, дорогие друзья и подписчики, почему же пришлось менять коленвал с шатуном на данном двигателе? Движок стоит на бензогенераторе, и при работе появился посторонний металлический звук в картере. Хотя двигатель запускался, не глох, выравнивался при нагрузке, все нормально по всем показателям, только шум. Но владелец генератора оказался очень сознательным человеком, обратил на это внимание и вовремя сдал его в ремонт. Потому что при разборке я обнаружил, что коленвал протачивался, а шатун при этом использовали не ремонтный. Появился радиальный люфт, которого быть не должно. То есть в норме на коленвале шатун ходит только по оси. Он имеет только осевой люфт. Грубо говоря, двигается только влево-вправо. Вверх-вниз он двигаться не должен. Прижав его к стенке, можете это легко проверить. Он стоит на месте, но при этом ходит по оси. По оси он ходить и должен. Это нормально.
А вот что со старым шатуном. Вот он двигается по оси. Вот прижимаю его к стенке. И его болтает. То есть, если вы решили протачивать коленвал, по какой-то причине у вас начало зализывать шатун, и пришлось вам точить коленвал, в первую очередь найдите ремонтный шатун, узнайте его размеры и точите шейку по размерам ремонтного шатуна, диаметр которого специально уменьшен под проточку. И так как этот шатун уже начало зализывать, и ремонтный не подобрать, пришлось его поменять вместе с коленвалом. Вот в таком видео. И также следы начали появляться на коленвале. И впоследствии, скорее всего, шатун бы оборвало, и он пробил корпус двигателя. А теперь о подшипнике, который стоит на коленвалу. Он здесь не простой, а с уменьшенным осевым и радиальным зазором. То есть, взяв подшипник за наружную обойму, вы не почувствуете люфта. Это потому, что данный подшипник работает в среде жидкой смазки. И обычно они идут открытые. И если вы возьмете подшипник, предназначенный для густой смазки, откинув боковушки и взяв его за две обоймы, будет ощущаться люфт. Незначительный, но ощущается достаточно хорошо. Для данного подшипника это норма, но не для такого. И когда будете подбирать подшипники под коленвал, учитывайте это, потому что данные подшипники, которые предназначены для густой смазки, вызовут слишком большой радиальный люфт коленвала, что в дальнейшем приведет к неисправностям. И маркируется он здесь как 6207, то есть 207 подшипник P6. Сейчас поближе покажу. И такой же стоит в крышке картера. Ну и сразу установлю шатун на поршень. Здесь смотрите, какой нюанс. Когда будете устанавливать шатун, сейчас я откручу его от коленвала и покажу вам. Вот у нас длинная часть шатуна. Она же нижняя часть. И на поршне есть стрелка, которая всегда устанавливается к штангам толкателей клапанов. И вот этой длинной частью шатуна он устанавливается к стрелке поршня. И удобнее устанавливать палец, когда одно стопорное кольцо стоит в поршне. То есть предварительно поставьте одно стопорное кольцо и устанавливайте палец, предварительно смазав его маслом. Палец туго заходить не должен. Он должен свободненько вставать на свое место. И еще смотрите, есть стопорные кольца без этих усиков, а есть с усиками. И когда вы его устанавливаете, в конце лучше его слегка отогнуть от пальца. Потому что бывает такое, что палец перетирает его и частички попадают в ЦПГ. Чего быть не должно категорически. Так, слегка совсем плоскогубцами или круглогубцами отгибаете его. И также с обратной стороны. В корпусе двигателя, либо в крышке, в зависимости от модели и производителя, установлен центробежный регулятор оборотов, который в свою очередь воздействует на лапку внутри картера, которая через вот такую направляющую и пружинку регулирует дроссельную заслонку карбюратора. И если вы столкнулись с такой ситуацией, что при запуске движок орет на максимальных оборотах, но при этом не поддается никакой регулировке, в первую очередь, конечно, убедитесь, что с дроссельной заслонкой карбюратора все в норме, и
ее движению ничего не препятствует, и что данная пружинка с нее не слетела. А если нет, то дело, скорее всего, либо в данной гайке, она со временем бывает откручивается и просто никаким уже образом не воздействует на дроссельную заслонку, либо в самом регуляторе. И если вам пришлось менять данный регулятор, он достаточно легко с обратной стороны выбивается. Просто подберите проставку по диаметру и молотком аккуратно его выбивайте. А вот когда будете устанавливать новый, тут есть один нюанс. Штифты есть одинаковые размером с двух сторон, а есть, как у меня, с одной стороны длиннее. И вот этой длинной частью штифт через регулятор устанавливается в корпус двигателя. И не забудьте про шайбу, которая идет под регулятор. И также аккуратно молоточком его забиваете за подлицо с корпусом двигателя. То есть в одной плоскости с корпусом, не дальше. И когда установите, убедитесь, что его движению ничего не препятствует. И немного о распредвале. На нем установлен центробежный декомпрессор, который перестает срабатывать только после того, как двигатель наберет обороты. Служит он для упрощенного запуска и не дает клапану закрыться до конца. То есть вот кулачок, по которому ходит толкатель, а вот декомпрессор. Он установлен чуть выше. И когда движок уже набирает обороты, его сдвигает в сторону. И кто сталкивался с замером компрессии на подобных движках, но не мог понять, почему на манометре 3-5 атмосфер, хотя никаких нареканий нету, с запуском никаких нет проблем, все нормально с ним, это как раз та самая причина, по которой не получается правильно замерить компрессию. То есть клапан до конца не закрывается. И чуть позже, когда я уже полностью соберу двигатель, покажу вам, как правильно это сделать. А теперь к основной части сборки.
по монтажу колец и разводке замков оставлю в описании. Там все достаточно просто. И есть интересные факты по поводу маслосъемных колец. А теперь как проверить их износ. Берем кольцо и вставляем его в цилиндр. Только предварительно смазав все маслом. Иначе можно повредить зеркало. И с помощью поршня задавливаем его вниз. Только не юбкой. Юбкой кольцо может встать неровно. И при помощи щупа проверяем зазор в области замка. Номинальное значение зазора должно составлять от 0,2 до 0,4 мм. Сейчас увеличу, чтобы было лучше видно. Вот 0,3 щуп. А вот 0,4. 0,4 уже не проходит. У маслосъемных колец номинальное значение зазора от 0,2 до 0,7 мм. Но это если речь идет о маслосъемных кольцах подобного типа, то есть составных. Если это цельное маслосъемное кольцо, то значение такое же, как и у компрессионного. И есть еще один способ, как проверить явный износ цилиндра. Но он такой, грубо говоря, колхозный. Это, конечно, все делается с помощью специального микрометра. Но явный износ определить таким образом можно. В верхней точке поршень, точнее кольца, не ходят. Ходит только поршень. То есть вот поршень. И здесь у нас кольца не ходят. Берем кольцо и выставляем его ровно с плоскостью блока. И проверяем зазор таким же способом. И вот, сравнив эти зазоры, вы можете определить явный износ цилиндра. Также можно это сделать в нижней части, где ходит только юбка поршня. Далее устанавливаю головку цилиндра. Клапана я притирал, так как все было покрыто нагаром, и они потеряли свою герметичность. Вот что из этого получилось. Кому интересно, фотка до есть у меня в инстаграме. Если вдруг забыли, в какой последовательности демонтировали клапана, и у вас стоит только один такой колпачок, он установлен на выпускном клапане, из-за чего он ниже впускного на 1 мм. Если у вас возникли сомнения в герметичности клапанов, достаточно просто это проверить, демонтируете головку и заливаете либо керосином, либо ВДшкой. Я обычно оставляю на ночь, так как за пару часов мелкие протечки можно не увидеть, но они начнут подтекать через более длительный период. Когда подбираете неоригинальный поршень, обязательно убедитесь, что он не выходит за плоскость двигателя. Сделать достаточно просто с помощью линейки. Прислоняем ее, и поршень не должен ее сдвигать. Момент затяжки болтов здесь составляет 35 ньютон на метр. Но это для тех, у кого есть динамометрический ключ. У меня, к сожалению, такого нету, и я их затягиваю обычной трещоткой. Но в любом случае, монтаж и демонтаж данных болтов осуществляется крест-накрест. То есть не так, что сначала затянули верхние, потом нижние, а именно вот так. Иначе их очень легко сорвать.
После монтажа головки удобнее сразу отрегулировать клапана, но я этого делать не буду, так как после установки стартера хочу показать, как замеряется компрессия. Просто установлю штанги толкателей. Свеча, кстати, не родная, свеча здесь стоит с длинной юбкой. Это я ставил для проверки после притирки клапанов. Так. Если думаете, что у вас штанги погнуты, достаточно просто проверить, прокатите по какой-нибудь ровной поверхности, рукой будет достаточно хорошо деформация ощущаться. И когда их установите, обязательно убедитесь, что они попали на толкатели. Ну и здесь они устанавливаются через такую направляющую. Видео о том, как регулировать клапана, оставлю в описании. Но единственное, что скажу, почему-то многие убеждены, что на китайских двигателях тепловой зазор должен составлять от впускного 0,10, а выпускного 0,15. На всех двигателях данного типа, что на маленьких, что на больших, тепловой зазор составляет впускного 0,15, а выпускного 0,20. Даже сами китайцы в своих руководствах указывают данный зазор тепловой. Не знаю, откуда взялось это мнение, прям некоторые убеждены очень-очень сильно по этому поводу. Есть инструкции, где указывается, ну, китайских, опять же, производителей, где указывается, что впускного клапана от 0,10 до 0,15, а выпускного от 0,15 до 0,20. Но все же они являются практически точной копией Honda, и целесообразнее руководствоваться именно хондовской инструкцией. Причем и сами китайцы, такие как Лифан и Лончин, в своих руководствах пишут, что 0,15 и 0,20. Теперь устанавливаю маховик, но прежде чем это делать, обязательно убедитесь, что со шпонкой у вас все в порядке, потому что со временем на ней образуется выработка, из-за которой ее в дальнейшем может провернуть. Дальше идет крыльчатка, на ней есть специальные направляющие, которые должны совпасть с отверстиями на маховике. Иначе она у вас станет криво. Дальше храповик. И сама гайка. Момент затяжки здесь 115 ньютон на метр. Но это речь идет о оригинальном хондовском коленвале. Если вы ставите не оригинальный коленвал, то я думаю 115 это очень сильный момент затяжки. И, скорее всего, сорвет резьбу. А теперь как упереть маховик, чтобы хорошенько его затянуть. Обычно я это делаю гайковертом, но сейчас сделаю с помощью деревянного бруска. Здесь есть магнит, который идет на катушку зажигания. И ни в коем случае в него не упирайте. Вот есть два выступа, вот в них упирайте деревянный брусок. И в месте, где идет катушка, куда устанавливается катушка, упирайте брусок и затягивайте сам маховик. Если будете использовать деревянный, то ничего у вас не случится, алюминий не сорвет, и вы достаточно спокойно затянете свой маховик. Дальше катушка зажигания. Зазор между катушкой зажигания и магнитом на маховике должен составлять 0,4 мм, плюс-минус 0,2 мм. Итого допустимое значение от 0,2 до 0,6 мм. А теперь каким же образом его очень легко выставить? Берем обычную визитку, стандартную, картонную, не пластиковую, и замеряем ее толщину микрометром.
Получается 0,33-34 мм. Как раз допустимое значение, которое и должно быть. И устанавливаем ее на магнит на маховике. Сверху катушку. И ее магнитом прижимает. Здесь еще какой нюанс. Может встать один край катушки, а второй задрать. Поэтому приблизительно на середину магнита, чтобы два края катушки его касались. И уже когда будете окончательно подтягивать, слегка ее можно придавить рукой. Проворачиваем, визитка вышла спокойно. И у нас получился нормальный зазор катушки зажигания. Дальше устанавливаю карбюратор. Но прежде чем это делать, покажу вам, как определить основную неисправность карбюраторов. Это не герметичность иглы. Для этого я пользуюсь обычным тонометром для замера давления. Подкидываю шланг от тонометра к забору топлива. И переворачиваю карбюратор. Тем самым поплавок у меня давит на иглу. И как будто бы он наполнен бензином. Смотрю на манометр, каким образом игла держит давление. Вот сейчас игла держит отлично, давление потихоньку падает. Это норма. Когда игла изношена, давление падает слишком стремительно. То есть сейчас я возьму новый карбюратор и покажу вам, каким образом на нем держит игла. Вот абсолютно новый карбюратор. Единственное, что на нем стоит соленоид на отключение подачи топлива. Но при этом игла тут точно такая же. Подключаю шланг. Также потихоньку давление падает. То есть, встряхнув карбюратор, пошевелив иглу, оно сразу же пропадает. И это, на мой взгляд, самый простой инструмент для проверки карбюраторов. Ну а здесь у нас сначала идет прокладка, которая отделяет корпус головки цилиндра от теплоизолятора. Далее идет сам теплоизолятор. На нем есть такое дренажное отверстие. Оно устанавливается на себя. То есть не в сторону цилиндра, а на себя. Сразу пропущу по нему силовой кабель. Вторая прокладка, которая идет между ним и самим карбюратором, в ней есть отверстие. И вот это отверстие должно у вас попадать на проточку, выборку, которая идет в теплоизоляторе. И тяга с пружинкой, которая идет на дроссельную заслонку карбюратора. Она здесь установлена следующим образом. Сначала идет в первое отверстие в лапке идет тяга, а во второе отверстие идет пружинка. И сейчас еще покажу вам, сниму ее. Тяга с двух сторон отличается. С этой стороны она загнута таким образом, а с этой стороны вот таким. И вот этой загнутой частью, которая идет как бы дугой такой, она устанавливается в лапку механического регулятора. Еще раз, в первое отверстие идет тяга, во второе идет пружинка. И теперь на сам карбюратор.
Есть двигатели, где эта лапка устанавливается уже на установленный карбюратор, когда он сидит на шпильках. А есть, где сначала нужно установить саму тягу и пружинку, а потом уже ставить карбюратор. Вот в данном случае как раз так. Сначала тяга, потом пружинка, и потом уже монтируется сам карбюратор. Теперь металлическая прорезиненная прокладка, которая отделяет держатель воздушного фильтра от самого карбюратора. Рычаг заслонки и сам держатель воздушного фильтра. Чтобы его установить, уведите рычаг заслонки и топливный кран в сторону карбюратора. И гайки. Момент затяжки здесь составляет 10 ньютон на метр. Далее устанавливаю пластину, на которой стоит рычаг регулировки оборотов. От него в свою очередь идет пружинка, которая идет на лапку механического регулятора оборотов, который в свою очередь воздействует на дроссельную заслонку карбюратора, за счет чего и регулируются обороты. Здесь, если вы забыли, в каком отверстии у вас была установлена данная пружинка, очень легко это определить за счет выработки. Обычно она оставляет такую небольшую проточку. Сейчас установлю кожух со стартером и будем замерять компрессию. И для того, чтобы это сделать, нам необходимо ослабить выпускной клапан. Потому что декомпрессор на распредвалу как раз не дает ему закрыться до конца. А когда ослабите нижнюю гайку, клапан закроется. Подключаем компрессометр. И смотрим. Сразу предупреждаю, сильно резко не дергайте, потому что компрессии будет стартер рвать в обратку. У меня оборвался стартер, замечательно. Но при этом компрессию замерить получилось. Смотрим. 8 атмосфер. Идеально. Сейчас отрегулирую клапана, сразу поменяю веревку стартера и покажу, как это все выглядит на правильно отрегулированных клапанах.
Ну а теперь смотрим, что же нам покажет компрессометр на правильно отрегулированных клапанах. Он выдает 6,5 атмосфер. То есть, компрессию не дает правильно замерить декомпрессор. Это еще нормально 6,5. Бывает, что и там 3 показывает. Теперь выхлопная. Не забывайте про прокладку. Топливный бак. Здесь, смотрите, топливный шланг проходит по корпусу стартера, а есть, где он проходит под ним. И вот в случае, когда он проходит под ним, сначала лучше установите топливный бак, а потом уже кожух стартера, потому что через него достаточно неудобно просовывать шланг. Свеча. Крышка клапанов и сразу же сапун, который устанавливается в держателе воздушного фильтра. Сам воздушный фильтр и его корпус. Здесь под воздушным фильтром стоит специальная резинка. И верхняя крышка. Теперь устанавливаю диод. На него, в свою очередь, приходит провод с масляного датчика. Дальше провод с катушки зажигания идет на выключатель. И с выключателя идет на диод. И держатель проводов. Все это заправляем. И заливаем масло. Масло объемом здесь 1,1 литра. Уровень масла должен быть под горловину. То есть, сейчас покажу вам. Закручу только щуп.
То есть картер у нас наполнен вот таким образом. Ну, приблизительно так. На всех двигателях данного типа, неважно, маленького объема, большого, масло заливается под горловину. Ну а теперь давайте запустим и посмотрим, как же работает наш двигатель. Переключатель в положение ON. Открываем топливный кран, перекрываем заслонку. И после выключения не забывайте перекрывать топливный кран. Вот и все, уважаемые друзья, закончил сборку двигателя. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте писать комментарии, ставить лайки и подписываться на канал.